Всем привет! С вами Регина Кутимская. Сегодня мы приступаем к приготовлению пшеничной закваски для хлеба. Да, именно приступаем, потому что этот процесс займет не один день. Хотя данный пошаговый рецепт закваски представлен полностью, и здесь вы найдете всю информацию, которая нужна, чтобы сделать закваску из пшеничной муки. Теории сегодня будет много, но это нужно, чтобы результат действительно вас порадовал. Казалось бы, для того, чтобы приготовить закваску, нужно только смешать воду и муку в несколько этапов. Звучит просто, но именно с пшеничной закваской частенько ничего не выходит. Так что сегодня я расскажу все нюансы ее приготовления. По моему рецепту закваска точно получится. И у вас будет хорошая, сильная основа для хлеба и другой выпечки. Сразу предупреждаю, пшеничная закваска – капризная штучка. Ее процесс создания, а также последующего ведения требует много терпения. Если вы к этому готовы, то приступаем. Мне будет очень приятно, если вы поддержите это видео лайком и оставите комментарий. Так вы поможете развитию нашего канала. Для того, чтобы приготовить пшеничную закваску, мы возьмем следующие ингредиенты. Пшеничная мука высшего сорта 160 грамм. Пшеничная мука цельнозерновая 160 грамм. Питьевая вода 320 мл. Скажу немного о терминах, которые буду использовать. Заведение закваски – это только первые несколько дней. Первые шаги для формирования нужного нам продукта, которые мы сегодня детально и рассмотрим. Ведение закваски – это регулярное подкармливание закваски, уже готового продукта. Стартер – это закваска. И сейчас хотелось бы остановиться подробнее на ингредиентах. Я пробовала использовать совершенно разные виды муки и воды, поэтому точно могу сказать, какие варианты не подходят, а с какими компонентами получится наиболее хороший результат. Муку нужно обязательно приобретать нерафинированную, не обработанную химически, не выбеленную. Такая мука обычно продается в магазинах здорового питания. Ее практически не найти в обычном магазине или супермаркете. Подробнее про муку позже будет отдельное видео. Ссылка появится в описании к ролику. Я расскажу в нем, почему нельзя брать этот продукт с любого прилавка. Сейчас запомните главное. Мука должна быть не рафинированная, а также максимально свежая. Если ей уже больше 4-5 месяцев, не советую использовать ее для выпечки и тем более для заведения закваски. Кроме того, обратите внимание на содержание белка в муке. На этикетке всегда представлена эта информация. Чем больше белка, тем сильнее будет подниматься закваска, опара и тесто для хлеба. Они будут более воздушными и пористыми. Лучше, чтобы содержание белка было выше 12 грамм на 100 грамм продукта. Такая мука называется сильной. А если содержание белка низкое, то, соответственно, ее называют слабой. Допустим, вы нашли очень хорошую эко-муку, приготовленную из самой прекрасной необработанной пшеницы. Но белка в ней маловато, например, 9-10 грамм на 100 грамм продукта. Можете попробовать использовать такую муку для закваски, но выпекать хлеб на такой муке будет весьма сложно, особенно если он готовится без специальной хлебной формы. И еще немного о муке. Я беру для заведения своей закваски муку высшего сорта и цельнозерновую в одинаковой пропорции. Можете для всего этого рецепта брать только цельнозерновую муку, чтобы получить цельнозерновую закваску. Но такая закваска не очень хорошо подходит, к примеру, для сдобной белой выпечки. Если же готовите на закваске только хлеб и в основном цельнозерновой, то такая закваска хорошо подойдет. Я люблю готовить на пшеничной закваске именно сдобные изделия. Поэтому, когда моя закваска уже была готова, при ее дальнейшем введении я выкармливала ее на более белую. То есть добавляла не 50 на 52 вида муки, как в начале. Условно говоря, при подкормке использую 80% муки высшего сорта и только 20% цельнозерновой. При заведении и ведении закваски обязательно нужно некоторое количество цельнозерновой муки, так как она содержит отруби, а они являются источником питательных веществ для развития микроорганизмов в закваске. Поэтому заводить будущий стартер только на муке высшего сорта не нужно. Она не дает хорошего питания.
Если вы не нашли качественную муку высшего сорта, у некоторых производителей есть мука тонкого помола. Она подойдет на замену. Далее, вода. Конечно, чем чище она будет, тем лучше, ведь закваска состоит из живых молочно-кислых бактерий и природных дрожжей. Чтобы они хорошо развивались, им нужна чистая питьевая вода. Как такового питания она не дает. Задача воды в рецепте – создать влажную среду и не добавить какие-то ненужные вещества. Все питательные элементы содержит мука. Для заведения и ведения закваски я использую дистиллированную воду. Подробнее о воде, о ее значении для здоровья можете посмотреть в отдельном плейлисте на нашем канале. Ссылка в подсказках. Если нет возможности использовать дистиллированную воду, ищите в магазинах питьевую воду с наиболее низкими показателями по содержанию минералов. Общая жесткость воды также должна быть как можно ниже. Уверена, что многие наши зрители уже воспользовались рецептом ржаной закваски на нашем канале. Если что, ссылка на рецепт в описании к этому видео. С ржаной закваской все было проще. Она очень послушная, и если изначально муку взяли хорошую, с ней проблем вообще не возникает. Ржаная цельнозерновая мука дает более высокую кислотность продукту. Пшеничная же гораздо меньше, а нам нужна кислотность. Именно в кислой среде лучше развиваются полезные микроорганизмы в закваске. Именно поэтому важно, особенно при заведении закваски, ставить ее в теплое место, где температура не ниже 22 градусов по Цельсию и не выше 32. Поясню на примере. Когда я снимала это видео, я также заводила закваску с нуля. На момент съемок время зимнее. Зима сейчас очень холодная. Когда температура на улице была минус 25 и отопление в квартире не особо хорошо справлялось, у меня на кухне было где-то градусов 19. Для старта закваски это мало, поэтому заводилась она очень-очень долго, но все-таки справилась. Я днем много готовила, на кухне становилось тепло и даже жарко, поэтому закваска радовалась и оживала. Кто-то убирает закваску в духовку со включенной лампочкой. Сама духовка, конечно же, выключена. Температура там нормальная, но для меня это был плохой вариант. Наша духовка закрывается плотно, и воздух туда совсем не попадает. А воздух закваске тоже нужен. Так что смотрите по температурным условиям. При наличии качественного домашнего отопления можно делать все и зимой. Если же у вас дома сейчас сильно холодно, лучше подождать более теплой возможности. Для всех измерений обязательно используйте весы. С ржаной закваской вполне можно ориентироваться на глаз и понимать, какая консистенция должна быть. Но с пшеничной это гораздо сложнее. Поэтому все взвешивайте. Так вы будете знать и влажность своей закваски, и будет проще ориентироваться при выпечке хлеба, и тем более при составлении ваших собственных рецептов изделий. По моему рецепту закваска получается 100% влажности. И веду я ее в таком виде. Храню на столе, кормлю 1 раз в день. Так, основные моменты вроде рассказала. Дальше будем разбираться по ходу рецепта. Первый шаг. Для заведения закваски соединяем 100 мл воды, 50 г муки пшеничной высшего сорта, 50 г муки пшеничной цельнозерновой. Перемешиваем до однородности, разбиваем комочки. Смесь получилась достаточно жидкая. Я использую глубокую стеклянную миску, но можно взять и стандартную 3-литровую банку. Главное, чтобы это было стекло, оно совсем не взаимодействует с продуктом внутри. В миске просто удобнее перемешивать. И перемешивать все ингредиенты нужно обязательно деревянной ложкой, не металлической. На первом этапе я не буду закрывать пищевой пленкой, только полотенцем накрою, чтобы проходило побольше воздуха и не попадал дневной свет. Второй шаг. Спустя сутки закваску нужно начинать нюхать, чтобы понять, можно ли подкармливать ее дальше. Обычно через 24 часа она ужасно противно пахнет, будто что-то стухло и перепрело. Это означает, что в закваске набирает силу патогенная микрофлора. Но это не страшно. Потом разовьются хорошие бактерии и нейтрализуют этих вредителей. Если запах у закваски дурной, то оставляем в покое еще на сутки.
При этом, если у вас закваска тоже в глубокой широкой миске, можно накрыть пищевой пленкой, но оставить доступ воздуха. Если же вы в 3-литровой банке, то пищевой пленкой накрывать не нужно. Спустя сутки проверяем на запах снова. Моя закваска начала адекватно пахнуть только через 4 дня, но это было из-за холода. Адекватный запах – это когда вы чувствуете легкую приятную кислинку. При этом общий запах все еще может быть неприятным, но не таким сильным. То есть второй шаг у всех будет занимать абсолютно разное время, но минимум 1 сутки. Конечно, если прошло уже 5-6 дней, а закваска даже не начала пахнуть с кислинкой, то лучше использовать муку другого производителя и сделать все заново. Либо, возможно, ей не хватило просто тепла. Видите, как сильно потемнела моя заквасочка за эти дни? Даже не верится, была такая светлая. Видны пузыри. Это хороший признак, значит, внутри есть активность дрожжей и молочно-кислых бактерий. Все перемешиваем и будем кормить. Добавляем 100 мл воды, 50 г муки пшеничной цельнозерновой и 50 г муки пшеничной высшего сорта. Тщательно перемешиваем. Дальше все так же. Накрываем пищевой пленкой и полотенцем. Оставляем на 1 сутки. Если у вас банка, просто заворачиваем в полотенце. Третий шаг. Спустя сутки смотрим и нюхаем. Есть пузыри, воздушность, закваска пахнет очень приятно. Но еще чувствуются нотки патогенной микрофлоры. Перемешиваем. Кормим. Добавляем 50 мл воды, 25 г муки пшеничной цельнозерновой и 25 г муки пшеничной высшего сорта. Перемешиваем. Опять накрываем пищевой пленкой с доступом воздуха и заворачиваем в полотенце. Оставляем еще на сутки. И спустя 24 часа у меня вообще ничего не произошло. Запах почти потерял кислинку. В целом он какой-то перепревший и не сказать, что сильно противный. Ну никакой в общем. Сама смесь без единого пузыря, лежит пластом. Это означает, что в закваске начала развиваться молочно-кислая бактерия под названием лейконосток. Она блокирует другие молочно-кислые бактерии. Лейконосток любит слабокислую среду, именно такую, какая бывает на первых этапах создания закваски. Соответственно, нам нужно поднять кислотность, чтобы лейконостоки перестали развиваться, а другие хорошие бактерии стали набирать силу. Для этого закваске нужно дать максимально теплые условия. Возможно, что у вас на этом этапе такого нет. Все хорошо, закваска пузырится и пахнет замечательно с ярко выраженной кислинкой. Тогда вы сразу кормите ее дальше. Но если, как и у меня, смесь в миске лежит и не проявляет никакой активности, значит, делаем тепло и ждем. Наконец, через 2 суток у меня стали появляться пузыри. Запах стал более скисшим. Все как надо. Значит, пора кормить. Перемешиваем. Добавляем 50 мл воды, 25 г муки пшеничной высшего сорта и 25 г муки пшеничной цельнозерновой. Перемешиваем. И сейчас мне хотелось бы переложить закваску в чистую миску. Даже если на стенках что-то осталось, ничего страшного. Смываем. Перекладываем. И тут сразу же видно, что появляются какие-то отдельные пузыри. Очень хорошо, значит, бактерии и дрожжи становятся сильнее. Сразу проявляют активность. Опять накрываем пищевой пленкой с доступом воздуха и полотенцем. Оставляем еще на сутки. 5-й шаг. Открываем, смотрим, нюхаем. Сразу вижу пузыри, активность хорошая. Запах кислый, шикарный, никаких прелых ноток. Только аромат сквашенного продукта. Напоминает натуральный яблочный уксус, но без резкого спиртового оттенка. Если у вас на данном этапе закваска опять лежит, значит снова даем ей тепло и ждем до первых пузырей. Если же есть неприятный аромат, значит еще кормим и дальше. 50 мл воды и 50 г муки 2 видов. Снова оставляем на сутки и смотрим. Этот этап можно повторять столько раз, сколько будет нужно. Главное, чтобы у закваски появилась воздушность и приятный скисший запах. Теперь можем забирать часть закваски на хранение. Перемешиваем всю закваску. Берем самую маленькую баночку. Кладем в нее всего 5-6 грамм от нашей закваски, 20 мл воды, 10 грамм пшеничной цельнозерновой муки и 10 грамм муки пшеничной высшего сорта. Перемешиваем. Хоть у закваски и 100% влажность, она выглядит весьма густой. Спустя некоторое время она будет разжижаться.
После этого можно слегка прикрыть ее крышкой и хранить на столе под полотенцем. И теперь, даже если температура в помещении будет пониже 18-19 градусов, закваске это уже не помешает, она уже набрала силу. И с каждой следующей подкормкой она будет становиться еще сильнее. Кормим один раз в день по тому же принципу. 5-6 грамм закваски, 20 мл воды и 20 грамм разной муки. Какой именно, выбираете сами. Если у вас полностью цельнозерновая закваска, то только такую муку и используем. Если же хотите, как у меня, более белую закваску для сдобного теста, добавляйте при кормлении, к примеру, 17 грамм муки высшего сорта и только 3 грамма цельнозерновой. Про разные способы хранения пшеничной закваски я также сделаю отдельный ролик, где более подробно расскажу об этом. Но сейчас особенно важно держать ее при комнатной температуре и кормить каждый день. Так она очень быстро наберет силу. Остатки закваски можно откладывать в холодильник и использовать, к примеру, в качестве опары для блинов. Этот рецепт уже есть на нашем канале. Смотрите подсказки. И у нас осталась большая часть закваски. Это опара, на которой мы сразу приготовим первый хлеб. Его рецепт появится в другом видео. Ссылку размещу в подсказке сразу после публикации. Кто готовил по моему рецепту ржаную закваску, знают, что в тот раз мы поступали точно так же. И многие наверняка спросят, зачем вообще делать такой большой объем закваски, если мы берем в итоге всего 5 грамм. Поясняю. Чем больше объем мы сразу заводим, тем больше у нас питательной среды для развития нужных нам молочно-кислых бактерий и дрожжей. Если взять маленький объем, то с большой вероятностью ничего не будет получаться. Придется пытаться снова и снова и снова, потому что будет очень маленький объем питательной среды. В итоге можно затратить еще больше муки, чем в моем рецепте. Я данный способ уже опробовала несколько раз, и всегда все получается, и все продукты идут в дело. Также кто-то может спросить, почему так долго закваска формируется. У нас всего получилось 5 шагов. Минимальный срок – 4 суток. И у вас за этот период может все хорошо получиться. Но у меня этот процесс сильно затянулся только потому, что было холодно. Кстати, это были самые холодные зимние дни в нашем городе за последние годы. Но я показала и доказала, что даже в таких суровых условиях можно приготовить хорошую пшеничную закваску. Главное уделять ей максимум заботы и внимания. В ней много живых микроорганизмов. Они чувствуют ваши отношения. Подводим итог. Самые важные условия для заведения закваски – тепло, качественная свежая мука и чистая вода. Если вас что-то не устраивает в результате, корректируйте один из этих 3 пунктов. Больше для закваски ничего не требуется. Сегодня мы приготовили пшеничную закваску самым классическим способом. Но я вам раскрою один секрет. Есть вариант попроще, если у вас уже имеется готовая сильная ржаная закваска. Можно взять ее часть и перекормить на пшеничную, и вы сразу получите достаточно сильный стартер из пшеничной муки. Но эта тема, конечно, для другого видео. Ссылку оставлю в подсказках, когда выпущу его. Можете воспользоваться сегодняшним рецептом или дождаться второго варианта приготовления. Кстати, свою первую пшеничную закваску я приготовила именно на основе ржаной. Она мне служит уже почти 4 года, и сейчас выглядит вот так. Очень пышная и эластичная. Друзья, вы большие молодцы, что досмотрели этот длиннющий ролик до конца. Я очень старалась собрать для вас максимально полную информацию по приготовлению пшеничной закваски. И в это видео я включила все знания, которые накопила за несколько лет изучения темы домашнего хлебопечения. Поэтому я буду очень рада вашей поддержке в виде лайков и комментариев. А также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много интересной и полезной информации. До встречи и доброго вам здравия!